Этим весенним вечером мы с вами прогуляемся по городку Лея. В данный момент мы располагаемся, находимся в пригороде Лея, в парке, расположенном вокруг водяного замка Эйвенбург. И отсюда мы и начнем свою небольшую прогулку по этому городку. И снова здравствуйте всем моим подписчикам, друзьям и просто случайным гостям моего канала. Вы снова на канале Инчик, и мы с вами снова гуляем по симпатичным немецким городкам. В данный момент мы находимся, вот сейчас заходим на территорию замка, водного замка Эйвенбург. Этот замок был построен в 1642 году полковником Рейхсфreiherrом фон Эрнтройтером и был назван в честь его жены Эвы Эйвенбург. Тогда это был двухэтажный замок, такой невысокий и не особо просторный, но он тоже был уже водяной, расположен на острове, обнесенном водой со всех сторон. Замок буквально через одно поколение перешел во владение через брак графом Ведельс. И в середине 19 века он был перестроен в более просторное реконструированное здание и в рекордные сроки. За 2 года это было перестроено все. В 1930-х годах графы Ведельс, которым так и принадлежал замок, выбрали своим основным жильем замок Гёденс, где они проживают и по сей день. Это недалеко от нас расположен. И из-за нехватки средств и по уходу за сложной конструкцией замка и еще после повреждений, во время войны, которую получил замок, в 50-е годы его конструкцию упрощали, и он как бы терял свой внешний вид. Там была расположена больница, потом там селились беженцы, потом был интернат, сельскохозяйственной какой-то школы, там какие-то учреждения находились. И в 1975 году штат Лея купил этот замок вместе с двором перед замком и с парком вокруг замка. И уже тогда начал свою первую реконструкцию в этом замке. Это достаточно затратное мероприятие. Это где-то за 7 миллионов они купили только замок с этими сельскохозяйственными угодьями и с этим двором перед ним. И реконструкция, чтобы полностью сохранить сущность замка и внешний вид, была произведена в сентябре 24-го. Уже начались следующий этап реставрационных работ. В 2005-м началась реконструкция, которая была уже снесенная до этого. Крыша неоготическая, ее стали восстанавливать по старым чертежам и фотографиям. И в 2007 году замок был уже частично открыт для публики. 2 учреждения, которые были в замке, уже к 2011 году покинули этот замок и освободили как бы путь для дальнейшей реконструкции и реставрации остальных помещений. Уже с мая 2014 года, уже с постоянной экспозицией, он открыт как музей, посвященный жизни и бизнесу дворянской семьи XIX века, а также как центр садовой культуры. Мост перед главным входом тоже еще на реставрации. Город Леер расположен на слиянии рек Эмс и Леда. И тут люди селились еще задолго до нашей эры. Но тут были поселения, городок был небольшой, этот Леер, и он свое развитие получил уже
при развитии торговли в XVI веке. Он начал интенсивно развиваться, этот городок. Вот мы сейчас с вами прогуляемся еще немного по старому городу в центре, по узким симпатичным улочкам со старыми домами. Но уже совсем темнеет, поэтому мы много тут не будем гулять. Но вы можете увидеть какой-то, хоть и небольшой, но очаровательный городок. А на этом я с вами прощаюсь. Всем здоровья, мира и добра. А мы с вами увидимся на моем канале. До новых встреч. Пока-пока.